5 условий, чтобы нарцисс тебя уважал в отношениях. Дело в том, что вообще уважение нарцисса это такая штука сложная. Как правило, нарцисс людей, которых он уважает, считает какими-то значимыми соразмерно с его значимостью или более значимыми, и, соответственно, он их как бы уважает с одной стороны, с другой стороны немножко как-то опасается, побаивается, и здесь вот такая, знаете, заложена как будто бы часовая бомба конфронтации. То есть, если ты хочешь добиться, чтобы нарцисс тебя уважал, то ты будь готов к тому, что он будет стараться тебя как-то низвергнуть. Поэтому это такой тонкий момент. Но, с другой стороны, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда человек находится в отношениях с нарциссом. Из этих отношений он выходить либо не собирается, либо не может, либо какие-то другие там обстоятельства, что он сейчас временно должен находиться в этих отношениях. И вот важно получить уважение от нарцисса. Сегодня мы в этом видео разберем с вами 5 условий, при которых нарцисс будет таки тебя уважать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я достаточно долго работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 5 условиях, соблюдая которые вы сможете добиться специфическое такое нарциссическое уважение от человека с нарциссическими чертами личности. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Первое условие, чтобы нарцисс тебя уважал, это если ты можешь четко и ясно говорить «нет». Дело в том, что, в общем-то, в таком, знаете, высоконевротическом обществе, в интеллигентных семьях обычно детей воспитывают так, что резко отказывать это нехорошо, это невежливо, что нужно как-то сглаживать углы, и если человек чего-то хочет, ты должен как-то так или завуалированно ему намекнуть, что ты не будешь выполнять его просьбу, или как-то там, скажем, сказать, что да, но позже. То есть, знаете, эти высокосоциальные такие попытки играть как-то на каких-то противоречиях, чтобы прям в лоб, так сказать, не отказывать. В принципе, это неплохо, может быть, работает в таком высоконевротичном обществе, когда ты общаешься с такими же людьми, знаете, это интеллигентная такая среда, когда дурак не поймет, умный не скажет, когда люди с очень таким высоким уровнем тактичности и чувствительности, когда я там прошу человека, он мне как бы и не отказал, а я понял сам, что он, скорее всего, отказал, такая вся ситуация. Ясно, что в отношениях с нарциссом это все не работает, с ним эти все намеки, такты и прочие штуки, они работать просто и не должны. И поэтому, если ты имеешь эти такие установки из прежней своей жизни, что ты прямо не отказываешь нарциссом, ты тогда обречен на то, что он постоянно будет пользоваться тобой, заступать за твои границы. Поэтому нарцисс очень уважает, когда ему прямо отказывают на его какие-то, скажем, внезапные просьбы. Он резко звонит, говорит: привет, я через полчаса буду у тебя, я у тебя на районе, давай сейчас поедем куда-нибудь, что-нибудь сделаем. Нет, я сейчас не могу, я не согласна. То есть не нужно бояться быть непопулярной, скажем так, не нужно бояться быть человеком, который приносит плохую весть. Знаете, иногда бывает так, что я не могу отказать, потому что это будет как будто бы нехорошо с моей стороны, и я буду нехорошо выглядеть. Нарцисс таких людей уважает. То есть реакцию он может давать свою такую обычную, от какой-то пассивной агрессии до нарциссического гнева, но в длиннике, так сказать, в долгих отношениях, когда нарцисс понимает, что вы можете говорить ему нет, когда вам важно сказать нет, то таким образом он понимает, что здесь он вас не контролирует, и он вас нарциссически уважает. Это человек, который для меня такой крепкий орешек. Второе условие, благодаря которому нарцисс будет вас уважать, это если вы не будете вовлекаться в их эмоциональные игры, в попытку нарцисса вас эмоционально раскачать. Предположим, вы находитесь где-нибудь там с ним, вечером сидите, о чем-то мило разговариваете, он вас о чем-то просит, вы отказываетесь или просто не соглашаетесь, и он обижается и замолкает, включает пассивную агрессию. Он замолчал, он сразу стал таким из такого веселого и добродушного мрачным и угрюмым, или мрачным и таким, знаете, страдальческим. И в этой ситуации предполагается, что если у вас достаточно высокий уровень эмпатии и какого-то такого сочувствия, вы начнете как-то комплементарно реагировать. То есть, если он грустный и мрачный, вы будете стараться быть чувствительной, скажем, и поддерживающей, или как-то пытаться его развеселить. Это так должно работать в нормальных отношениях, там, где люди не манипулируют друг другом, там, где люди как-то стараются сочетать, сорегулировать свой такой эмоциональный фон, когда нам важно с другим человеком быть, так сказать, на одной волне. В случае с нарциссом, если вы понимаете, вы знаете про этого человека, что у него нарциссические черты, он достаточно часто использует пассивную агрессию, в качестве этого обижания, какого-то замыкания, замолкает, и вы на это не ведетесь, то он также в этом месте будет относиться к вам как к такому крепкому орешку, которого он не может просто взять и вовлечь в свои игры и постараться как-то проманипулировать. Третье условие для того, чтобы нарцисс вас уважал, это у вас должна быть высокая самооценка и независимость. Таких людей нарциссы уважают.
Почему так бывает? Дело в том, что нарцисс сам, собственно, с детства имеет вот эту нестойкую, такую шаткую идентичность, вот у него нет уверенности в том, что он окейный, и ему нужно это всю жизнь компенсировать тем, что он получает признание своих каких-то явных или мнимых достижений, чего-то такого перфектного, совершенного, прекрасного. Есть люди с нарциссическими чертами, которые просто про себя придумывают, что вот я там того человека знал, которого он не знал, какого-то известного. У меня там вот такой-то доход был, а это никак не проверишь. Ну, то есть люди, которые про себя что-то придумывают. Есть нарциссы, которые тяжелым трудом зарабатывают себе что-то такое, ну вот за что их просто невозможно не признавать. Например, это может быть режиссер театральной труппы, такой вот признанный, который там чего-то вот поставил, там какие-то такие спектакли, которые действительно вот, признала там богема, но при этом он в личной жизни и в близких отношениях он вообще выпалил весь социальный свой круг. Это человек, с которым невозможно общаться, такой просто максимально токсичный, но при этом вот он прекрасный режиссер действительно. И за это его уважают и ценят, зрители, не близкие люди, потому что близким людям с ним тяжело. Так вот, нарциссу всегда важно вот показывать эти вещи, которые ему важно демонстрировать для того, чтобы получать признание, и вступать с другим человеком в конкуренцию. Поэтому нарциссы часто бывают, знаете, совершенны в чем-то еще и уникальном. Грубо говоря, если у меня есть там какая-то дорогая машина, то, скажем, в большом городе дорогих машин много. А если я там, скажем, лошадь себе завел на конюшне, вот ее содержу, то здесь уже как бы такое, знаете, оно и дорогое, и необычное, или там какой-то катер там, или еще что-то. Соответственно, когда нарцисс начинает чем-то хвастаться, пытаться вас как-то впечатлить, вы не впечатляетесь, и при этом у вас высокая самооценка, какая-то такая вот внутренняя независимость, то вот нарцисс вот здесь чувствует вот эту свою такую шаткость и начинает вас уважать. То есть вы просто не распадаетесь на куски, когда узнаете о том, какие у него там суммы его богатства, или что у него там сколько-то там машин, или сколько у него там было любовниц, или еще какие-то вот его такие вот вещи, которые рассчитаны как бы на вау-эффект. У вас этого вау-эффекта не происходит, и вы как бы, да, окей, возможно, наверное, классно. Вот. А я про себя знаю, что я там тоже вот имею свои там цели, интересы, свой там, не знаю, свое дело, не знаю, какие-то важные для меня ценности. То есть вот таких людей, которых нарцисс не может взять на этот такой вау-эффект и эпатаж, нарцисс уважает. Четвертая вещь, за которую нарцисс может тебя уважать, это способность быстро реагировать на нарушение его границ и как-то вот отставлять его, то есть защищать свои границы. Нарциссы часто для того, чтобы поставить человека рядом с собой в какую-то слабую такую позицию, эпатируют и ведут себя, знаете, так нагловато. Как вот говорят, простота хуже воровства. То есть он вдруг может сказать что-нибудь максимально нетактичное, но при этом настолько неожиданное, что другой человек просто теряется и не может что-то вот отреагировать вовремя в такой ситуации. Например, вы сидите в какой-то компании, и вдруг он при всех отпускает какую-то шутку или какое-то замечание по поводу вашей внешности, что, собственно, настолько неуместно, не тактично, неожидаемо вами, это так люди себя не ведут. Вот он взял и там что-то вот вам про вашу внешность такое сказал. Он это говорит, вы тут же мгновенно попадаете в стыд, я не знаю, в какое-то вот противоречие, там, не знаю, злости, какого-то гнева и страха, то есть какие-то, понимаете, он резко вызывает у вас такие сверхпороговые эмоции, которые нас обычно клинят. Вот человек что-нибудь такое сказал, ты так напрягся внутри и прямо вот сдерживаешь. То есть в такой ситуации нарцисс как бы чувствует, что вы находитесь в ситуации слабой, а поскольку он ведет себя так, что как будто бы ничего такого я не сказал, обычно другие люди чувствуют этот испанский стыд, который тоже стыд, это немая эмоция. Все как бы делают вид, что, наверное, мы этого лучше бы не заметили. Делаем вид, что этого не было, что он такого не сказал. Если вы можете не впадать в эти вот немые эмоции и ему сказать, что мне неприятно, что ты сейчас это говоришь, то, что ты сейчас вот эти шпильки какие-то отпускаешь в адрес моей внешности, мне это неприятно и вообще я считаю, что это низко. Предположим. Тут таким образом нарцисс будет понимать, что вот его этот вот конек, этот наглое такое гусарское врывание в ваши границы, оно будет как-то пресечено. И тогда он будет понимать, что да, вот здесь вот со всеми это может быть работает, с кем я еще могу это проворачивать, а здесь это не работает. То есть в этом месте он будет вас уважать. Кстати, если вы понимаете, что есть ситуации, когда вы как-то вам сложно реагировать на какие-то выпады от нарцисса или в принципе какие-то токсичные выпады людей, у вас возникают какие-то эмоции, в которых вам сложно разобраться, они вас клинят и не позволяют вам
как-то вот действовать, забирают у вас свободу, то это интересное место для исследования в формате психотерапии. Можете написать мне личное сообщение, под каждым видео есть ссылки на соцсети, там пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся, я могу записать вас на личную консультацию и поработаем, поразбираемся. Потому что это такая частая ситуация, когда мы сталкиваемся с людьми, которые нас провоцируют на какие-то эмоции, и эти эмоции настолько, во-первых, сложны, противоречивы и высокоинтенсивны, что мы как будто бы, как-то нас вот замораживает, клинит. То есть у нас срабатывает, знаете, этот как защитный предохранитель от того, чтобы там, не расплакаться, не кинуть в него чашкой, там, то есть вести себя социально. Вот. И мы как бы этот, это как, знаете, взрыв у нас направленный внутрь, мы взрываемся в себя. Повышается давление, нам начинается всякая психосоматика, прочие вещи, что не очень хорошо. Ну и, соответственно, это если, знаете, где-то ты попал на какого-то хама, один раз это можно как-то переварить там и проехали. Если человек, с которым вы общаетесь, или у вас в обществе есть такие люди, с которыми вам приходится общаться периодически, то, конечно, тут важно с собой поработать, чтобы переформатировать способ реагирования на вот это вот, простым языком говоря, хамство. Пятое условие, когда нарцисс будет вас уважать, это если у вас есть четкое понимание вот этих вот, знаете, красных линий, того, что для вас невозможно, неприемлемо в отношениях, и реальная, действительно, готовность уйти из этих отношений, какие бы то ни были бы отношения, просто не общаться с человеком после того, как он каким-то образом себя ведет, или когда накапливается что-то. Потому что, в принципе, нарцисс, как правило, со своей жертвой ведет себя мозаично, то есть то враждебно, то дружелюбно. И тут так очень сложно, знаете, такую результирующую вырисовать. Особенно ты же находишься, как правило, в эмоциях. То есть ты в качелях находишься. То счастье, то гнев, то какая-то радость, то, не знаю, то печаль. Получается, в такой ситуации в каждый момент времени вообще непонятно, что происходит. Почему люди, которые ко мне приходят по поводу этой ситуации на консультацию, это как правило, основное страдание заключается даже не в том, что нарцисс делает извне, а в этом внутриличностном качании, в этих качелях, когда ты постоянно не знаешь вообще, где я нахожусь, что со мной происходит. Поэтому, общаясь с нарциссом, очень важно понимать, до какого момента, до каких пор вы вообще можете это терпеть. И согласны это терпеть, и собираетесь это терпеть. У меня когда-то был такой случай в практике. Пара в браке, они жили вместе, и женщина жаловалась на то, что мужчина периодически ведет себя так, что ей от этого плохо, тяжело и непереносимо, но он ведет себя так, скажем так, не очень часто. Он ведет себя так, где-то треть времени всего. И получается, что она как будто бы, 2/3 опиралась на то, что, вроде как отношения нормальные. Она несколько раз ему говорила, что если ты будешь так себя дальше вести, то я разведусь. И когда мы стали это прорабатывать, собственно, почему она так говорила, что бы она хотела, как она видит дальнейшее развитие, внезапно выяснилось, что она на самом деле, когда говорила ему, что я разведусь, вообще разводиться и не собиралась. Я когда ей задал несколько технических вопросов, а как выглядит развод, куда идти, чего, куда подавать, какие бумаги, вы это вообще знаете. Она сказала, что я как-то это не знаю. То есть для нее самым последним, что она могла сделать, самым большим, на что она была готова, чтобы как-то отстоять себя, это заявить, что я разведусь. И больше она не готова была делать ничего. Когда чуть позже она стала со своим мужем говорить о том, что она как-то хочет, чтобы их отношения развивались в том ключе, в котором ей безопасно, а иначе она действительно начинает подумывать о разводе и стала говорить об этом как о техническом каком-то процессе, типа как это, поставить штамп обратно, то у них в отношениях начались те изменения, которых она очень долго ждала. То есть, грубо говоря, ее муж стал уважать ее в том месте, где он понял, что она действительно может быть утрачена им, как человек для отношений. Там у мужа, насколько я понимаю, были такие нарциссические черты, изолированные, это не прям какой-то ярко выраженный. Но, тем не менее, это хороший пример, когда твоя готовность уйти позволяет не только тебе защитить себя, но и открывает, знаете, эту точку роста для отношений, чтобы тот другой человек, нарцисс, тоже мог как-то поменять свое отношение к тебе. Потому что если ты находишься с другим человеком, так сказать, безвольно, просто навеки вечные отсюда и навсегда, то, конечно, он может сделать с тобой все, что захочет. И, конечно, он такого человека уважать не будет. Поэтому я думаю, что в целом, если так говорить о теме уважения со стороны нарцисса, то это все сводится к тезису, что для того, чтобы нарцисс тебя уважал, тебе нужно самой себя уважать. То есть понимать в каждом пункте, в каждом каком-то конкретном месте, как ты к себе относишься с уважением или не с уважением, насколько ты
ну, учитываешь, что ли, вот свои действительно такие интересы, насколько ты идешь к счастью, к собственному взаимодействию с этим человеком вот прямо сейчас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-то находились в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, каким образом вы получали от него вот это вот уважение? Может быть, было какое-то ваше такое поведение, на которое вы чувствовали, что он так начинает к вам относиться как-то с такой настороженностью некоторой, таким, ну, чуть побаивается и уважает, знаете. Вот. Я всегда благодарен, когда вы делитесь своим опытом в комментариях. Единственное, что помните, что комментарии открыты, поэтому делитесь только таким опытом, ну, что для вас, чтобы это была безопасна эта информация. Я всегда благодарен вам, когда вы делитесь своим каким-то опытом в комментариях, пишите что-то такое важное для вас. Единственное, что помните, конечно, что комментарии это открытый такой доступ имеют, поэтому старайтесь делиться такой информацией, которая для вас безопасна. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео. Я смотрю, какое видео набирает больше лайков, соответственно, похожие видео стараюсь делать дальше. Также, чтобы не потерять меня, подпишитесь на мой канал. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.